Рассмотрим подключение Zella рации к обычным радиочастотам. Значит, без использования радиошлюза. Что мы для этого сделаем? Значит, мы используем любую радиостанцию, у которой есть Vox. В данном случае Kaohsiung. В ноутбук устанавливаем старую программу Zella. Вот такого вот формата. Подключаем пока временно канал трасса Travel, чтобы никому не мешать для теста. Устанавливаем замочек красненький, чтобы был на передачу. Настраиваем Vox. Значит, заходим в действие, настройки, Vox внизу. Vox. Вот такие вот параметры в данном случае на этом компьютере. У вас могут быть немножко другие. Все это надо подбирать, да, по итогу как будет. Вот. Значит, здесь Kaohsiung мы поставили Vox со значением единичка. Подключены пары вверх-вниз через ферритовые кольца. Что здесь витые пары идут. И конденсаторы. Конденсаторы на 16, да, 10 микрофарад на 20 вольт. Да, 20 вольтовые в данном случае. То есть отдельно вот таким вот образом, чтобы было понятно. И на входе тоже ферритовые колечки. Вход микрофон и динамики выход. Схемка очень простая. Вот, теперь давайте вернемся сюда. Так, и в данном случае мы сейчас пробуем радиостанция Baofeng. Нажимаем передачу. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Работает. Здесь смотрим. 1, 2, 3. Есть. Теперь в обратном порядке. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ну, эхо понятно, потому что рядышком находимся, да, чуть подальше. 1, 2, 3, 4, 5. Все, настроечки есть, работают. Единственный сейчас момент, это то, что нужно это все привести в более-менее божеский вид. Взяли мы более интересные красивые проводки. Все вот эти вот, весь можно будет спаять и в термоусадку уложить, чтобы было покрасивее. И еще как вариант можно использовать, сделать дополнительно. То есть если разные входа, допустим, для ноутбука или, допустим, может быть, радиостанции разных вариантов можно подсоединять, да, ну, в процессе эксплуатации, то можно сделать такой вариант подключения. Вот здесь вот где-то, грубо говоря, разъединить проводки и сделать, допустим, такие же колокольчики, то есть для соединения, чтобы можно было менять различные штекера под различные радиостанции. То есть сделать вот этот проводок, эти провода как бы, ну, основными, а штекера, допустим, менять где-то под Baofeng, где-то там по этот Redtel или там, не знаю, более другие радиостанции, например, стационарные. То есть самое главное сделать вот это вот красиво, а штекера можно было бы, допустим, поменять под разное назначение. Случилось волшебство, и мы переместились в будущее. Теперь у нас есть хорошие проводки, сделали красивые штекера, запаяли тут все аккуратненько, как заводское практически. Конденсаторы уложили в термоусадку, и теперь это выглядит более-менее солидно. Все, воткнули в компьютер. Работает здесь у нас программа Zella на компьютере, и здесь работает Baofeng у нас 5-ваттный. Опять же, антенна выведена на крышу, то есть для хорошего приема. Давайте теперь протестируем, как все это дело работает. Проверим теперь работу одновременно радиостанции и телефона. 1, 2, 3, 4, 5, проверка. Ну, как видите, все отлично. У некоторых могут возникнуть вопросы, для чего нужны все эти телодвижения, танцы с бубнами. Давайте попробую рассказать на основе этой схемы.
Для примера возьмем два населенных пункта: Благовещенск и поселок Талакан. Расстояние по воздуху 196 километров. Я думаю, вы согласитесь, что даже для базовых станций, которые стоят в этих населенных пунктах, есть существенные проблемы для устойчивого и хорошего приема, особенно если это частоты, например, на 400 МГц. Могут быть, конечно, какие-то случайные прохождения, и то как бы сомневаюсь. Но если мы добавляем ноутбук или компьютер с установленной программой Zella к этим базовым станциям с такими настройками, как мы делаем в этом видео, то смотрите, что получается. Помощь интернета базовая станция Благовещенска через Zella спокойно ведет переговоры с базовой станцией поселка Талакан. В Талакане мы видим в глухой тайге, где нет сотовой связи, работают, например, спасатели, имеющие радиостанции. И они слышат не только базовую станцию Талакана, но и станцию города Благовещенска, так как базовая станция Талакана будет еще и выполнять в данном случае роль ретранслятора. Группа 1 спасателей может общаться с группой 2 спасателей, которая ранее не могла бы разговаривать между собой из-за большого расстояния между этими группами. Но талаканский ретранслятор теперь предоставляет такую возможность. Мало того, любой спасатель из группы 1 или 2 может со своей обычной радиостанцией на 400, допустим, МГц связаться напрямую с Благовещенском или любым абонентом, имеющим смартфон с программой Zella, даже если этот абонент находится, допустим, в Народной Республике Аляска. Гибрид интернета и радиочастот дает безграничную дальность связи, имея любое устройство от смартфона до самой дешевой радиостанции. Кроме этого, можно настраивать информационные аварийные каналы. Допустим, на крупных предприятиях сотрудники подключаются к такому каналу через свои смартфоны. На этом канале можно устанавливать ограничения на передачу данных и подключить только прием. В случае ЧП все включенные абоненты в нужный момент смогут получать оперативное оповещение, где бы они ни находились. Скажите, какое еще оборудование или ресурс может предоставить такой функционал? Я тоже не знаю. Теперь по стоимости оборудования. Смартфоны и радиостанции — это каждый выбирает по своему карману и по необходимости. Для Zella разницы абсолютно нет. Будет у вас iPhone 54 или Android за 2000 рублей. Радиостанция Motorola или Baofeng, опять же, для Zella это фиолетово. Но есть два варианта подключения сети. Первый через Vox, как мы показали в этом видео. Преимущество такого подключения — это минимум затрат от 1000 рублей меньше. Недостаток — нужно экспериментировать с настройками всего, потому что очень большие параметры зависят от того железа, которое вы эксплуатируете. Другой вариант — специализированный радиошлюз от Zella или эквивалент. Преимущество — легкая настройка и гарантированная стабильная работа. Для подключения радиостанции мы используем радиошлюз. Либо вот вы видите на экране радиошлюз, который мы назвали Zella Gateway, либо любого другого производителя. Мы подключаем одну из радиостанций через этот радиошлюз к сети, и происходит трансляция всех сообщений из сети радиостанции в сеть Zella и обратно. Радиошлюз, как обычный пользователь, может быть подключен к одному или к нескольким каналам, и таким образом сотрудники, спасатели на любых устройствах могут общаться в единой сети. То есть вы можете с рацией общаться с своим сотрудником, у которого iPhone. Но есть недостаток, конечно, стоимость до 20 000 рублей. Выбор за вами.